Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвардию, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ Не Один. Подготовил он для меня эту каточку, подготовил он для меня ее несколько недель назад. Сразу хочу сказать, эта каточка будет из старого патча, потому что у меня куча каточек скопилась от моих подписчиков, поэтому я пытаюсь их как-то поочередно выпускать, но от некоторых каточек у меня очень много. Вот, допустим, от Топ Не Один у меня целых 15 каток. И это прям вообще сверх. Поэтому я буду, наверное, стараться как-то это раскидывать, поочередно выкидывать. Короче, постараюсь как-нибудь распетлять этот вопрос, потому что очень-очень много скопилось. Со старта он решил сделать мув, сохранить себе Луну по одной. Ну, на самом деле, такое себе решение. Ну, как говорится, хозяин-барин, посмотрим, что будет дальше. Если ему Луна в 2 звезды со старта придет и будут хорошие предметы, то это, в принципе, окупит себя. Если, соответственно, не придет Луна, и вот это вот 2 Луны у него останется до 15 раунда, то это будет лютая поплава. Я на самом деле, знаете, в такой подгон от бога рандома не верю. Зачастую, когда вот такое вот приходит, то в следующие раунды ко мне приходит ничего. Абсолютно. Но, надеюсь, ему повезет больше, чем мне. Надеюсь. Ну, по крайней мере, пока что ему не приходит то, что хотелось бы. Но хотя бы ему мехи приходят. Хоть один плюсик-то есть. Итак, какой сейчас у него предмет упадет первого тира? Надеюсь, палочка. О, рукавичка. Но рукавичку он скипает, даже на самом деле не посмотрев на столы противника. И медальон! О, что ты наделал? Окаянный! Окстись! Медальон первого тира скипнул. Как же ему люто фартанет, если никто не будет играть через жрецов. А в текущей мете почти все играют через жрецов. О, мать насекомая. Да берем, мать насекомая. Тебе как раз змейка пришла. Надо брать. Надо брать. Темная сторона силы зовет. Мать насеком. Естественно. Ребята, короче, я знаю, что здесь будет забито. Здесь будет инсектоиды. 100%. Гарантирую, что здесь будут инсектоиды. Так что вот. Ребят, напомню, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу каточку, то в комментариях будет закреплено сообщение с ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале. Поэтому хотите, чтобы я ее прокомментировал, переходим, соответственно, по этой ссылочке, читаем все условия и скидываем мне запись, и я буду, соответственно, ее комментировать. Все, ребят, поехали, работаем, и не забываем поддержать меня, соответственно, лайком и комментарием под этим роликом. Кстати, почему гоблина-убийцу не купил, я не понял. Типа, почему нет? Ну ладно, хозяин-барин. Хозяин-барин. Мгм. Так, все, почитали, окей. Короче, ну, в принципе, ладно. Сейчас, короче, когда Луна умрет, то появится какой-то инсектоид. Однозвездочный. Не двухзвездочный, а однозвездочный. Надо Луну, конечно, поближе поставить, чтобы она там умерла где-то. Но он этого не хочет делать. Ну и ладно. А то вылупится с дубликата еще одна Луна. Однозвездочная. Будет вообще кайфули. Кайфули. Как-то так. Так, ребят, кто не подписан меня, тоже подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков. А губа не дура и до миллиона недалеко. Правильно? Правильно, работаем. Работаем. Боже, какой тут лютый спам, если на лоу хп остались. Как же это обидно. А что там, кстати, где Луна двухзвездочная? Луна двухзвездочная сегодня будет? Или это только чтобы посмотреть? На самом деле это жестко. Тупо Луна не пришла. Он с самого старта ее... Вот помните, о чем я говорил? Что если со старта ему Луна в 2 звезды не придет, это будет лютая поплава. Ну, сглазил молодого. Ну, бывает. Бывает. Не все в жизни дается так, как тебе хочется. Да? Да. Ну, может, сейчас ему в скором времени повезет. На Луну 2 звезд. На самом деле, Луна 2 звезд его хорошо поможет. Упс. Оп. Червяк появился с дубликата Луны. Нормалек. Нормалек. Вытащил. Не было бы червяка, не вытащил. Вайпера ставит. Интересно. Интересно. Если в действительности здесь будет каточка на инсектоидах,
то я не буду говорить, как работают инсектоиды. Не хочу. И так в лобби хватает инсектоидов. Каждое второе лобби по парочку инсектоидов. Либо же каждое лобби по парочку инсектоидов. Вообще бесит на самом деле. Ребята вообще с катушек скатились и тупо играют абсолютно на мете. Неужели это настолько интересно играть на мете? В самом деле он мог бы накупить дубликатов тупо и ставить дубликатов. И нормас было бы. Умирала бы фигура не инсектоид, появлялся бы инсектоид. Кайф, кайф. Но пока что на самом деле у него более-менее все хорошо. Даже на винстрик есть замашечка. О, тут у него рубрика все по 2, отвечаю. Я говорю, ему со старта надо было брать дубликатов побольше. Ага. Да, не захотела оставлять. Хотя, на самом деле, я бы оставил. Но просто он боялся того, что у него будет появляться, получается, бэтрайдер однозвездочный. А бэтрайдер однозвездочный это так себе. Если резак однозвездочный еще что-то может, то двухзвездочный бэтрайдер, к сожалению, не может. Если что, ребята, у меня до сих пор, если что, горло такое охрипшее, непонятное немного вообще. Поэтому я думаю, вы это все прекрасно слышите. Тут уже орк-охотник, 2 звезды у молодого. Ну, охотник это тема. Охотники это больная тема. На охотниках играют хоть часто, но на самом деле их намного легче контрить, чем тех же самых метовых инсектоидов. Так, разорчик. Кстати, разорчика можно поставить вместо ризочек. Ну, или Абаддона. И, в принципе, и тот хорошо смотрелся. А что, в Абаддона не хочешь закинуть? Мать насекомая, было бы неплохо. Пока что просто непонятно. Он Вайпера держит, такое ощущение, что он хочет сыграть здесь через волшебников и через Керри Вайпера. Интересненько, интересненько развивается событие. Но мне кажется, он примкнет к темной стороне силы и будет играть на инсектоидах. Темная сторона силы всегда соблазнительно выглядит, да? О, а вот, кстати, его луна двухзвездочная. Вот она, малышечка. Вот она. Он даже ее прокликал. Вот так вот так вот, ребятки. Надеешься на эту луну, блокируешь ее со старта, а тебе вот сейчас луна приходит в звездочная. Тупо лайк. Отдай предмет луне. Плюс 25% уклонения лишним не будет. Не хочешь? Ну и ладно, не хочешь как хочешь. Я заставлять не буду. Вот, с луной вообще все хорошо пошло. Двузвездочная луна, то, что доктор прописал. 2400 урона молодая нанесла. Вот бы, конечно, эта луна немного пораньше пришла. Цены пи не было. О как. О как. О как. Я, кстати, не обратил внимания на реликвии со старта. Там есть эти самые, как их там зовут? Мастерская бума. Есть ли там мастерская бума? Мастерской бумы нету. Есть кососколы, яйца, мета и что-то еще там. Ну, не успеваю проглянуть. Ага, Мамора и хаотичный договор. О, добрый вечер. Мамора. Да что ж такое, нос чухается. Вроде бы не я играю, в табло не должен получать. А пить нельзя. Поэтому, по идее, не должен нос чухаться. Пока что все более-менее хорошо. У него 41 хп. 41 монетка, 81 хп. Смотрю на монетки, говорю за хп. Нормалек. Ну, это нормально. Нормально. Мозг поплавился чуть-чуть. Мозг чуть-чуть поплавился. Аж интересно,
На чем? Ну, судя по тому, что он ролит себе предмет второго тира, то он по-любому здесь будет играть через инсектоидов. Но вот что конкретно будет происходить, не знаю. Я бы на его месте, конечно, Мьёльнира бы взял. Но. Посмотрим. Поставил сейчас Мамора, чтобы она чисто заряжалась морально. Чтобы, допустим, ему какая-то фигура хорошая пришла, он ее там закинул, допустим, Манкикин, либо же Антимаг. Он ее закинет Мамору, соберет ее там в 3 звезды за 10 раундов на изичах. Заряжает. Заряжает ее морально. Кстати, 2 двухзвездочные луны появилось. Хорош. Не, то, что он медальон первого тира скипнул, это забавно. Но, как говорится, какая разница, когда ты играешь через инсектоидов. Правильно? Хотя, на самом деле, мета богов жрецов немножечко поднадоела. Хотя, на самом деле, больше всего мне поднадоела мета. Это вот эта 9-месячная мета с имбовым антимагом, манкикингом, инсектоидами. Ой, ёлки-палки. Короче, надоели они. Жду глобальный патч. Глобальный патч с нормальными, адекватными обновлениями, которых не будет никогда в жизни в этой игре. Грустно, грустно. А ну-ка, пиши в комментарии, кому мета не надоело. Всего лишь 9 месяцев прошло. Мяу. Кстати, если что, вдруг кто не знал, то перчатка работает на призываемого инсектоида, который переродится. Панда. Не? Окей. Да, скорее всего, он будет играть через инсектоидов. Эх, темная сторона силы. Темная сторона силы, она такая. Соблазняет. Не, на самом деле, знаете, иногда ты играешь, видишь, как типы каждый божий день играют на этих инсектоидах. И тупо открываешь их профиль, смотришь их записи и смотришь там тупо все записи в инсектоидах. И ты понимаешь, какое у чувака разнообразие там в жизни происходит. Такое разнообразие происходит, что просто безобразие. Так вот, к чему ты сказал? Я это сказал к тому, я просто задумался, какие действия он тут будет делать и все такое. На самом деле он Мамору держит, я так понимаю, реально для Манки Кинга либо же антимага, либо же он будет закидывать туда Дума. Я бы на его месте и Дума бы закинул. Хотя здесь мобы, ему нужен какой-то более-менее крепкий стол, поэтому он решает себе Думу поставить. Окей, окей. Я говорил о том, что типа ты вот смотришь, как челы играют каждую вторую игру, каждую первую игру, вот открываешь их профиль, у них там записи все в инсектоидах, все такое. И иногда хочется так сесть и тупо взять на самой балансной и неимбовой синергии сыграть. Ну, не синергия, а неимбовых героях, плюс синергии вот такой вот сыграть. Тупо сыграть на инсектоидах. И чтобы все идеально пошло. Чтобы тебе идеально пришли нужные фигуры, довольно-таки рано. Довольно-таки уровень апнуть рано. Чтобы у тебя предметы с первого раза пришли, которые тебе нужны. А тебе их нужно, по сути, всего лишь 2. Тебе даже много сердец инсектоида не надо. Тебе даже и одного хватит с головой. О, мать насекомая, еще один. Здорово. Давай еще один. Не, давай еще один. Эх. Ну, чуточку не хватило. Чуточку. Чуточку не хватило. Я бы в его месте, кстати, Скорпиона бы брал. Боже, какой у него хороший пинг. Ролиться решил. Кстати, Никс... 2... Паренек в лотерею выиграл. 2 Никса пришло. Хорош. Интересно, что он решил ролиться? Ну, просто если он ролится, я бы туда в действительности поставил бы 2 Скорпионов. Ну, это, короче, судьба. Это, короче, судьба сыграть через инсектоидов. Сама судьбинушка велела на том, чтобы сыграть на инсектоидах. Ты что, ему 2 Никса в одном роле пришло? Это судьба. Серьезно, это судьба, ребят. Это, как говорится, типа... Бог, покажи, укажи мне путь, дай мне знак, все такое. И вот, 2 Никса тебе. Бам. Да бери бабку. Ну, это судьба.
Это вдвойне судьба. Ну, типа, есть ли смысл мне что-то еще говорить здесь? Я думаю, нет. Сейчас антимага там соберет себе в 3 звезды. Короче, смотрите, на 27-м раунде вытаскивает себе антимага в 3 звезды. Все. Сейчас он может тупо спокойно идти в уровень и наслаждаться жизнью. Вот этот вот морской бриз, вся вот эта вот тема. Я бы Скорпиона взял. Из расширенного пула. Пригодится. Но лишним явно не будет, типа. Девять воинов ранних, прикол. 2 ранних 9 воин это плохо. Это будет сложно. Так, ну дальше уровень пошел, хорошо. Ладно, кто вдруг не знает, как работает синергия инсектоидов? Объясняю. Синергия инсектоидов работает следующим образом. Представьте, вот на мгновение, у вас есть 2 Манки Кинга, 2 звезды, у вас есть 2 Скорпиона, 2 звезды, 2 Змейки, 2 звезды, 2 Никса, 2 звезды и 2 Бруды, 2 звезды. Представили, да, на мгновение? Вот такой вот у вас стол. У вас мать насекомый находится в Манки Кинге двухзвездочном. Умирает, допустим, Никс двухзвездочный. И от вашего выжившего Никса двухзвездочного, соответственно, будет отталкиваться перерождение трехзвездочной фигуры за 3 монетки. Почему за 3? Потому что там стоимость будет, получается, сколько Никс стоит? 6 монет? Или 7 монет? 7 монет стоит двухзвездочный. Не, подожди. 5 монет. Короче, не помню, сколько стоит фиолетовый. По-моему, 6 монет. Если что, в комментарии поправьте. Сама суть в том, что умирает у вас фиолетовая фигура двухзвездочная, у вас появится трехзвездочная фигура за 3 монетки. Которая. Когда у вас будет умирать трехзвездочная фигура, точнее не трехзвездочная фигура, а фигура за 3 монетки двухзвездочная, то, соответственно, она будет вылупляться из самой дорогой фигуры, выжившей на вашей доске. А это, соответственно, с учетом того, что у вас вылупилась трехзвездочная, допустим, змейка, либо же скорпион. И, соответственно, от этой трехзвездочной змейки либо скорпиона будет отталкиваться уже перерождение фиолетовой фигуры в 3 звезды. И фиолетовая фигура рандомно вылупится. И, соответственно, если вы хотите, чтобы у вас Манки Кинг появлялся, то это будет полный рандом. Никто вам гарантии не даст, что вылупится конкретно Манки Кинг, либо же антимаг. Ну и, соответственно, никто вам гарантии не даст от того, что у вас Манки Кинг в это время не сдохнет. Ну, короче, думаю, логику вы уловили. Если логику не уловили, то повторю. Из трехзвездочная фигура за 3 монетки вылупляется фиолетовая фигура за 4 монетки, которая... Все, думаю, понятно тут. Ну, математика простая. Я на самом деле просто забыл, мне из головы вылетело. Получается, 3 монетки стоит двухзвездочная фигура за 1 монетку, 4 монетки двухзвездочная фигура за 2 монетки, и 5 монет стоит, соответственно, двухзвездочная фигура за 3 монетки, и 6 монет получается двухзвездочная фигура за 4 монетки стоит. Получается так, да. Тогда у вас получится змейка трехзвездочная стоит 7 монет. Ну да, получается так. Не, ну если что, короче, меня в комментариях поправят. Но суть, я думаю, уловили. Если не уловили, то напишите в комментариях, я, соответственно, текстовом варианте еще сделаю. Но я думаю, понятно объяснил. Так, орка жреца поставил, 47 хп. На самом деле сейчас у него ситуация так себе. Ни уровня, ни улучшения. И антимаг как-то даже не хочет вылупляться. С 17 раунда у него стоит 2 из 9. Так, что по реликвии? Давай. Что по реликвии? Что по реликвии? Ночной рейд зверей, таинственный фрукт и хаотичный договор. Ну, тут мета. Кстати, мета. Хорошая тема, хорошее решение, на самом деле. Если сейчас ему упадет еще один антимаг, то будет весело. А он решил даже не дождаться. Ну, в принципе, why not? Кстати, может одно сердце инсектоида можно закинуть в этого самого ворка-жреца вместо дума. Хотя там 2 воина. 2 воина. Возможно, дум даже будет получше. О, 5 из 9 антимаг. Понял, принял. Понял, принял, осознал. Да, я думаю, дум даже будет
получше. Короче, наблюдайте сейчас, как у него будет вылупляться фигура. Ему фартанет, если ему будет появляться антимаг. Очень фартанет. Это самая сложная синергия в игре, если что, на секундочку. Но, кстати, антимаг у него сдох, поэтому антимаг у него больше не переродится. Печально. Пу-пу-пу. Хотя не, переродился, кстати, один антимаг однозвездочный появился. Но уже не вылупится, потому что что? Потому что антимага больше нет у него. Если антимаг, если ваша фигура умирает с сердцем мать насекомое, то, соответственно, у вас больше не будет перерождаться фигурка как надо. У вас больше не появится, то есть, антимаг. Вот что я имею в виду. Поэтому самое главное, чтобы эти фигуры, в которых находится сердце мать насекомое, выживали. И я бы на его месте все-таки одну змейку ставил бы наперед, чтобы она умирала быстрее. Ему уровень в любом случае надо. Чем больше дубликатов, тем, соответственно, быстрее будут появляться нужные фигуры. Ну как? С неким рандомным шансом, но все же. Орк-жрец, кстати, это тоже отличная тема под инсектоида, потому что орк-жрец же может присумонить фигуру, которая умерла. И, соответственно, и инсектоид будет отталкиваться от этой фигуры. Это тоже топовая тема. Поэтому это надо брать в расчет. Не дожал немножко. Не дожал. Чуть-чуть осталось. Будет ролиться, да? Не, уровень. Уровень это хорошо. Уровень это то, что доктор прописал. Уровень надо брать. Короче, в конце катки, если что, я повторю, как работают инсектоиды. И, кстати, если что, то предмет бессмертия делает сердцем от насекомое, грубо говоря, вечным. То есть даже если фигура умрет с бессмертием, то все равно есть вероятность, что будут вылупляться нужные фигуры из дубликатов. Снайпер 3 звезд, понимаю. 37 хп, Манки Кинг 2 звезд. Но тут у него жесткие противники, объективно. Очень жесткие. Кстати, если что, то когда фигуры перерождаются, они все дебафы себя скидывают. То есть вот эти вот все обледенения, дебафы магии и тому подобное. Если вдруг кто не знал. Пу-пу-пу. Добей. 56 хп осталось. Ну и ладно. Надо уровень дальше брать. Держим кулачки за то, что ему сейчас упадет. Опа, 2 Марси. Но ему на самом деле надо усилить сейчас свой стол. Типа я думаю, сейчас у нас на 8 уровне будет улучшать свой стол. Ему надо понаходить двухзвездочные фигуры. Как фиолетовые, так и, соответственно, эти вот за 3 монетки. О, Манки Кинг сюда. Пойдет. Пойдет. Тоже МК ни разу не имба. Особенно, когда может переродиться трехзвездочный Манки Кинг. Ни разу не имба. О! Пошел обмен любезностями у молодых. Один с одной стороны накидывает палку, другой с другой стороны накидывает палку. Ни разу не имба. Манки Кинг. Ему после 25-го раунда, наверное, надо полностью ролиться. Единственный вариант, который он может сейчас выбрать. Это реально полностью ролиться. Угу. Ему просто надо усилить свой стол. 15 хп у молодого. В топ-3 хотя бы зайдет. Интересно. Если зайдет в топ-3, будет весело. Чисто чел на 15 хп заходит в топ-3. Хотя на самом деле, играя на инсектоидах, возможно, все. Самое главное, чтобы немного фартануло сейчас по предметам. Немного. По предметам, по фигурам. В данном случае ему по фигурам надо. По предметам это уже вторично будет. Ну там жестко. Там разор в 3 звезды. Уху-ху. Но у него тоже хороший стол. Ну давай. Чисто змейки забодали. Давай. О, гиперстон, хорош. Ладно. Окей.
Интересное решение. Так, отлично. Еще один. О, отлично. Есть усиление. О, отлично. А ты что не купил? Опять Никс приходит. Да бери Никса, он же прям просится. Кстати, 2 антимага. Но ему нужен этот. Манки Кинг еще один. А, вот что он делает. Ну, в принципе, тоже так можно делать. Не можно, нужно. Темпларка. Ну, как по мне... Ну, ладно. Ну, как по мне, темпларка это хрень. Хотя, если трехзвездочная вылупится, то, в принципе, нормальное усиление будет. В принципе. Ну, ему, кстати, надо на первую линию ставить 2 змеек первого уровня. Чтобы они побыстрее сдыхали. Ну, это как по мне. Выиграл, кстати, раунд. Так, трехзвездочный скорпиончик появился. Ну вот, кстати, смотрите. Были бы у него дубликаты скорпионов, то скорпионы бы, если бы умирали вот эти вот оригинальные скорпионы, двухзвездочные, то, соответственно, вылуплялся, ну, двухзвездочный, либо однозвездочный, без разницы, вылуплялась бы фигура фиолетовая в 3 звезды. Но рандомно. Либо же это Бруда, либо же это Никс, либо же, соответственно, один из его выбора. Манки Кинги всякие, антимаги, думы. Как-то так. Поэтому все-таки имеет смысл скорпионов и змеек улучшать, а никсов и брудов не особо. Хотя на самом деле... О, там антимаг 3 звезды у молодого. Ого, а это жестко. Да, это жестко. Единственное, что меня радует, это то, что у этого типа 18 хп. Он может этого антимага не реализовать. Шансы минимальные, но может не реализовать. О, антимаг 3 звезд вылупился. Хорош. Короче, я на самом деле придерживаюсь такой тактики. Я собираю всех инсектоидов и докидываю мать насекомое, соответственно, уже в живую фигуру. Ту, которую мне надо. И, соответственно, делаю на нее дубликаты. То есть у меня 2 бруды, 2 никса, 2 змейки, 2 скорпиона. Потому что, ну, может рандомно вылупиться скорпион трехзвездочный, а у меня есть живые 2 скорпиона двухзвездочных. Соответственно, ну, импакт есть. Импакт есть. Можно юзать, можно жить. О, опа, чирик, сюда. Не? Ну, ладно. Орг-жрец, кстати, классная тема. Надо тоже как-то будет на инсектоиде сыграть. Что-то мне нравится, эта темная сторона силы. Ребята, давайте так. 50 лайков под данным роликом, и я тоже сыграю на инсектоидах. А? Чисто байт на лайки. Ой, там челка по плаву устроил, поставил себе троллей. Он, походу, откиснет. Ай-яй-яй, думчик вылупился. Ай-яй-яй. Там чел, походу, хотел себе фул троллей поставить, но по итогу уезжаешь ты в next лобби, молодой. Красавчик. Просто лучший. Просто лучший. Вот что бывает, когда у тебя есть антимаг 3 звезды, но ты не можешь реализовать его потенциал. Вот что бывает. Вот так вот, ребятки. Учитесь. Я реально думаю, что он хотел там поставить себе фул троллей. 2 змейки, вот 2 звезды есть. Хорошо. На самом деле сейчас будет Манки Кинг умирать, и будет появляться двухзвездочная фигура фиолетовая. Либо же трехзвездочная. По-моему, трехзвездочная будет появляться, потому что она в одну монетку, в одну звезду. Если бы у него Манки Кинг был в 2 звезды, тогда бы вылуплялся трехзвездочный персонаж с этого дубликата. Но... Ой-ой-ой, как больно! Ну, не имбалансный дурачок на Манки Кинге. Ни разу не имбовый. Ему фартануло пока что, 12 хп. Пока что ему люто фартануло. Тяжелая игра. Надо вот этого зверя выкинуть. Я надеюсь, кто-нибудь его выкинет. Кристалл Божьего посланника куда запихнуть? Только в 5-ю точку можно запихнуть его. Надо выкинуть зверя.
Только выкинут зверя, соответственно, его игра пойдет получше. Там останется у него 2 мага и 1 воин. Воин будет проблема, все остальные вряд ли будут проблемой. Хотя против воина у него есть Дум. На самом деле ему нужен еще один Дум. Ему нужно 2 Манки Кинга 2 звезды и 2 Дума 2 звезды. И будет все замечательно. И игра будет как по маслу. Зверь тут, конечно, мощный. Ничего не скажет, зверь реально мощный. Лондуит 3 звезды. Некромиконы. Манки Кинг ранний 2 звезды у него был, насколько я помню. Ну вот опять у него Скорпион появляется. Все-таки я считаю, ну, через обычных дефолтных яйцеклеток намного как-то приятнее играть. И зеркало есть, и цепочка. Уху-ху-ху. Оба предметы заманчивые. Зеркало. На самом деле просто очень... оба предмета, они заманчивые. Почему? Потому что, смотрите, во-первых, кто вдруг не знает, то волшебное зеркало работает как на Манки Кинга, так и на антимага, соответственно. Поэтому сейчас будет появляться иллюзия антимага и, соответственно, будут взрывать. Зачем это разработчики сделали, непонятно до сих пор мне. Типа это такая загадка. Загадка всех загадок. Вот вдумайтесь просто на секунду, что иллюзии, они бы сделали еще так, что иллюзии имеют предметы. Хотя на самом деле лучше бы я это вслух сейчас не говорил, потому что я думаю, что разрабы могут и до этого додуматься и поставить себе, соответственно, за цель, что волшебное зеркало должна передавать еще и предметы сверху. Это будет тогда вообще лютый развал. Бэм. Бэм. По-моему, минус этот. По-моему, минус охотник. А, не, ладно. Немножко прилетит. Минус 21. Всего лишь минус 21. Это такое. Ему надо 2 Манки Кинга. Дух пятерка. О. А я бы вместо темпларки на самом деле запихнул бы. Что он не делает, в принципе. Миндальная связь работает. Миндальная связь работает. Так, антимаг, отлично. Ты еще антимагов 3 звезды себе на 8 уровне. Для полного комплекта, так сказать. 20 хп. У всех так мало хп осталось. Все сидят почти без денег, только 2 чувака сидят на деньгах. Вот зверь самый опасный. Зверь это, конечно, реально лють. Может быть очень больно. Там вот этот воин жесткий. У него и вайпер в 3 звезды. И хусик в 3 звезды. О. Но благо хотя бы у него нет никакого отхила. Поэтому еще можно как бы с ним пободаться немножко. Можно еще будет с ним немного пободаться. Дух двузвездочный появился. Бесполезный Никс. Там зверь что-то жестко разошелся. Ему пока не фартит на перерождение. Опять темпларка. Только продала, она опять пришла. Не может успокоиться никак. Самое главное, чтобы ему сейчас зверь вот этот зеркалом не пришел. Придет зверь зеркалом, будет больно. Будет очень больно. Но ему еще плохо фартит по фигурам. У него перерождается все то, что ему вообще не надо. Типа дух двузвездочный это круто, но лучше все-таки антимаг. Антимаг в 3 звезды намного лучше будет. Так, маг пришел. Не, ну в любом случае он мага вынес. Дум в 3 звезды, здорово. Ну, а тут дальше сейчас заспамятся змейки. Ой-ой-ой. Как я сочувствую этому молодому. Все, давай, до свидания. Минус маг. Бэм. Надо что-то со зверем делать. Надо что-то делать со зверем. Со зверем. Но пока что вообще непонятно, что с ним делать. Джакира. Да, не фартит ему, конечно, пока по фигурам.
Зверь опасен. Очень опасен зверь. Я думаю, с воином он сможет разобраться, а вот со зверем вряд ли. Если сейчас зверь придет ему зеркалом, то там ему уже только поможет Манки Кинг в 3 звезды, вылупившийся с инсектоида. И если дух пятерка еще жив будет, чтобы триггерить его пассивку. Так, отлично. Пока что не зверь ему приходит. Пока что все нормально. Минус еще один. Вот такая вот судьба у магов. Получать в табло. Получать в скворечник. О! 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 У. Боже, как им... Ой-ой-ой. Да, ребята, это жестко. Это жестко. Чтобы вы понимали, он реально может в тупую сейчас... Ну, он, скорее всего, даже сейчас может занять топ-1. Не дай бог ему еще один Манки Кинг придет. И будет это полная поплава. У него сейчас идеально почти стол. Сейчас он заберет мобов, упадут ему пару хороших предметов. О, это будет жестко. Если он, если он сейчас не зайдет хотя бы в топ-2. Ну, я думаю, в топ-2 он зайдет. В топ-1 вряд ли. Хотя я, может, и ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Магическая призма. Призма хороша. Как раз думчик можно... МКБ. МКБ это хорошо. Это скорость атаки. Это 100% попадание. Ну да. Лучше бы взял МКБ. Я думаю, он хотел бы Фури найти против спама зверя. О, цепочка. Думаю, в действительности он хотел найти Battle Fury против спама зверя. Было бы неплохо. Маска. Интересно. Кстати, можно щит накинуть. Будет блокировать урон. Ну что ж, смотрим. Зверь здорово. Давай сейчас Манки Кинг палочку свою заряжай. Давай. Бэм. Просто немножечко подфартило. Из говна и палок слепил Снежку. Как-то так. Да. Да. Вот такая вот синергия. Стоит ли что-то здесь добавлять? Я на самом деле даже не знаю, имеет ли смысл что-либо добавлять. Вот как-то так, ребят. Вот вам синергия инсектоидов. Вот. В собственном соку. Все жесткие у него противники были. Он на самом деле был в лютом Г. Но по итогу получилось, что получилось. Как бы вот вам. Смотрите на стол. Наслаждайтесь. Синергией инсектоидов. Как сказала бы Лариса Гузеева, синергия вот таких вот людей. Это жестко. Типа вот вам синергия инсектоидов. Балансные герои Манки Кинги и антимаги. Очень балансные. В общем, ребят, повторю. Вдруг кто не знает, как работает синергия инсектоидов. Объясняю. То из двухзвездочных фигур за 3 монетки будет улупляться фигурка за 4 монетки в 2 звезды пока что. Но если двухзвездочная фигура за 4 монетки умрет одна из дубликатов, то, соответственно, вылупится трехзвездочная фигура за 3 монетки. И вот тогда, если трехзвездочная фигура остается жива и умирает, получается, двухзвездочная фигурка за 3 монетки, из нее вылупится трехзвездочная фиолетовая фигура. Все фигуры вылупляются рандомно. Все, думаю, понятно. Кому непонятно, напишет в комментариях. Осуждаем сразу всех этих инсектоидов, поэтому, когда я создаю лобби на стриме, то мы не играем там на инсектоидах. Уж очень слишком легко играть на этих инсектоидах. Очень слишком легко играть на этих инсектоидах. Вот как так. Вот так. Вот просто из говна и палок слепил лепешку.
Стоит что добавить, реально мне нечего добавить. Все. Сами судите. Сами реально судите. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Не забудьте ставить свой лайк в поддержку данного ролика и меня, соответственно. И напомню, 50 лайков под этим роликом, и я тоже сыграю на инсектоидах. Кто не подписан на меня, обязательно подписывайтесь, потому что у меня цель 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. А еще я хочу напомнить, у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!